Как побить микролимиты? Топ-5 советов. Каждый игрок микролимитов преследует единственную цель – выиграть достаточно денег, чтобы перейти на лимиты выше. И хотя многие игроки легко побеждают в играх с минимальными ставками, далеко не у всех получается побить микролимиты. Почему так происходит? Ответ кроется в ключевой детали, которой почти все новички пренебрегают – рейк покер-рума. Сегодня большинство комнат забирает порядка 8-10 больших блайндов с каждой сотни рук, если вы играете на микролимитах. Предположим, что ваш вин-рейт составляет 15 больших блайндов со 100 рук, но с учетом рейка вы будете получать только 5 больших блайндов. Вы тратите огромную часть своего выигрыша на комиссионное вознаграждение рума. Основная задача игры на микролимитах – не просто побеждать оппонентов, а выигрывать достаточно денег, чтобы получить прибыль после вычета рейка. С повышением лимитов размер рейка пропорционально снижается. Если в зум-покере старзов на NL 500 вы платите по 4 больших блайнда с каждой сотни рук, то уже на NL 2000 в пользу рума снимается только 1 блайнд. Придерживаясь советов из этого видео, вы сможете побить микролимиты раз и навсегда. Абсолютно неважно, играешь ты по-крупному или не любишь рисковать. У нас для тебя есть сразу 2 эффективных курса по 9900 рублей, которые за тебя заплатит спонсор. От тебя остается лишь выбрать дисциплину – МТТ или кэш. Не зацикливайтесь на теоретически правильной стратегии. Конечно, изучение оптимальной стратегии игры – это очень важная составляющая обучения покеру. Зная фундаментальные принципы, вы поймете, в чем отличие хорошей игры от плохой, как действовать в стандартных ситуациях и принимать наиболее прибыльные решения. Знание оптимальной стратегии дает вам преимущество над большинством соперников на микролимитах. Но это лишь первый шаг. После освоения оптимальной игры нужно переходить ко второму шагу – изучение стратегии эксплуатации. Умение эксплуатировать оппонентов позволит вам выйти на совершенно новый уровень игры. Для развития этого умения нужно постоянно разбирать раздачи и искать лики соперников. Например, можно обнаружить, что кто-то недостаточно широко калирует, а кто-то, наоборот, постоянно заходит в раздачи с маргинальными руками. Против таких соперников можно выработать индивидуальную стратегию, что приведет к увеличению прибыли. Например, если против вас играет слишком лузовый и агрессивный соперник, необходимо расширить свой диапазон 3 бетов и 4 бетов, разыгрывать меньше спекулятивных рук, исключить из своего арсенала блефы. Против тайтовых игроков мы, наоборот, должны часто блефовать, стилить и защищать блайнды через кол. На постфлопе следует практически всегда делать продолженную ставку. Ниты сдадутся сразу, если не попали в доску, ну а на ререйс вы спокойно сфолдите. Постоянно работайте над своим психологическим состоянием. Сильная ментальная игра даст вам большое преимущество над оппонентами. Вы можете досконально знать оптимальную стратегию, а также уметь адаптировать ее под разные типы игроков. Но если вы не подготовлены психологически ко всем неожиданностям, которыми полна игра в покер, вы быстро отклонитесь от правильной стратегии и начнете проигрывать. Слабая ментальная подготовка может негативно сказаться на вашем винрейте. Например, боязнь проигрыша, тильт, шаблонное мышление – все это ухудшает вашу игру. И хотя данная проблема для многих кажется очевидной, большинство покеристов уделяет ей недостаточно внимания. Покер – это игра, в которой каждое решение связано с денежными рисками. Неудивительно, что такие игры оказывают огромное давление на ваше психологическое состояние. Нельзя списывать со счетов и влияние дисперсии на результат. Неважно, как хорошо вы играете, всегда будут взлеты и падения. Без правильного ментального настроя в день выигрышей вы будете чувствовать себя настоящим гуру покера, способным побеждать кого угодно и когда угодно. А в другой день, проиграв несколько банков подряд, вы ощутите себя худшим игроком на земле. Поскольку покер – это игра вероятностей, вы должны быть готовы к любым неожиданностям и при этом не терять самообладание. Эти советы помогут вам правильно настроиться на игру и сохранить оптимальное психологическое состояние на протяжении всей сессии. Подготовьтесь к игре, устраните все раздражающие факторы, отключите телефон и мессенджеры на компьютере. Распланируйте время. Вы должны точно знать, как долго собираетесь играть. Турнирным игрокам сложнее придерживаться расписания, поэтому у них должен быть больший запас времени. Настройтесь на игру, откиньте все посторонние мысли и заботы. Кому-то в этом поможет прогулка на свежем воздухе, кто-то предпочитает медитацию. Вначале откройте половину столов от общего количества, которое вы привыкли играть. Это послужит вам своеобразной разминкой и позволит подойти к основной катке в оптимальной форме. Изучайте и эксплуатируйте особенности игры своих оппонентов.
Для этих целей помогут как программы для сбора статистики, так и ваша собственная наблюдательность. Вы играете не против компьютера, который действует по стандартному шаблону, а против живых людей, имеющих индивидуальные особенности. Поэтому вы должны научиться замечать любые отклонения соперника от оптимальной игры и использовать их в своих целях. Вы должны иметь статистику как минимум из 1000 рук на конкретного оппонента, чтобы эффективно эксплуатировать его с помощью покер-трекера. Но даже при недостаточной выборке можно оценить тенденцию игроков, собравшихся за вашим столом в целом, и скорректировать собственную игру. Например, очень важной в Hold'em менеджере является стата Fold на 3-bet, показывающая, как часто игрок сдается на 3-беты. Если этот показатель высокий, то следует расширить диапазон 3-бетов против такого оппонента. Запомните, если вы хотите повысить свой вин-рейт и побить микролимиты, нужно подстраиваться под соперников и эксплуатировать их ошибки. Сузьте диапазон префлоп-кола. Покер – это игра от инициативы, от агрессии. У префлоп-агрессора больше шансов забрать банк. К примеру, мы делаем open race или 3-bet. Появляется возможность уже выиграть банк на префлопе, а когда колем, не факт, что заберем банк, раздача продолжается на постфлопе. Префлоп-агрессор может чаще забирать банк на постфлопе, поставив конт-бет в блеф, продолженную ставку, даже если сам не попал во флоп. Многие с этим сталкивались, я уверен. Префлоп-агрессор может своим полублефом выбить руку старше, забрать банк, а игроки, которые часто играют колом на префлопе, в большинстве случаев лишают себя возможности дополнительно надавить на оппонента, воспользоваться хотя бы этими пунктами, чтобы чаще забирать банк. Играйте только против слабейших оппонентов. Ищите столы с одним, а еще лучше с несколькими рекреационными игроками, если вы хотите сделать достаточный вин-рейт после снятия рейка. Возможно, вы играете лучше, чем большинство регуляров за столом, но вашего выигрыша может не хватить, чтобы выйти в плюс, учитывая комиссию покер-рума. Определить фиша достаточно просто. Он старается увидеть практически каждый флоп, выбирает неоптимальный сайзинг, слишком часто коллирует, а может и вовсе не разбираться в правилах игры. Вы можете сразу определить слабого игрока после его посадки за стол. Он обычно не дожидается своей очереди выставления блайндов и заходит в игру сразу с постановки обязательной ставки. Ему просто не терпится начать игру, поэтому он легко жертвует одним большим блайндом, что регуляр никогда не сделает. Еще один признак рекреационного игрока – он садится за стол с неполным стеком. Большинство регуляров пользуются стратегией больших стеков и закупаются на 100 больших блайндов. Также фиши не докупают фишки, пока полностью не проиграют свой стек. Кроме того, слабого игрока можно вычислить по стандартному размеру изначального стека в блайндах, например, 61 или 78 больших блайндов. Выбирайте столы с такими оппонентами, и они обязательно принесут вам дополнительную прибыль, которая так необходима, чтобы побить микролимиты. Абсолютно неважно, играешь ты по-крупному или не любишь рисковать. У нас для тебя есть сразу 2 эффективных курса по 9900 рублей, которые за тебя заплатит спонсор. От тебя остается лишь выбрать дисциплину – МТТ или кэш. Понравился выпуск? Твой голос очень важен для нас. Оставляй комментарий под роликом и не стесняйся высказать свое мнение.